Обзор ультраранних и ранних сортов винограда. 2024 год. Это второй ролик на нашем канале. Первую часть сейчас вы видите на экране. Ссылку, кто не посмотрел, пожалуйста, можете посмотреть. Вторую часть сегодня представляем вашему вниманию. Также, коротко, пользуясь случаем, хочу сказать, что мы продолжаем прием заказов на весну на вегетирующие саженцы. Кто хочет, можно посетить наш виноградник, продегустировать ягоду, попробовать и сделать заказ на вегетирующие саженцы, которые можно будет приехать потом весной и забрать их. Также продолжаем реализацию ягод винограда прямо с куста. Телефон видите на экране, звоните, приезжайте, прямо с куста будем резать свежую вкусную ягоду. Ну что, давайте смотреть вторая часть нашего обзора. Приятного просмотра! Начинаем обзор, и первым хотим представить вам вот такую вкусняшку. Вкусняшка – это название гибридной формы. Автор селекции – Голуб Анатолий Алексеевич с очень ранним или ранним сроком созревания. Сейчас вы видите на одном из рукавов привитый куст вот такую красавицу. Кстати, потенциал шикарный, грозди шикарные, посмотрите, нарядные. Вот здесь последний побег, и здесь мы оставили 3 гроздочки, 1, 2, и внизу огромная гроздочка. Несет нагрузку прекрасно. По вкусовым качествам. Глаза закрываются от вкуса. Мускат со вкусом или с ароматом чайной розы. С уверенностью хочу сказать, что это один из моих любимчиков на нашем винограднике. Конечно же, мы посадили этот сорт в корнесобственном варианте. Следующая гибридная форма под названием Джина. Автор селекции Гусев Сергей Эдуардович. Этому кусту всего 2 года, этот год ему 3-й. И посмотрите, вот побег, лоза уже вся коричневая, уже вызрела, начало августа. По вкусу, сейчас вот ягодку оторву и попробую. Хороший мускат, хороший сахар, мякоть такая мясистая. Хочется кушать, кушать и кушать. Это не реклама. Я говорю, как есть на самом деле. Потому что на наш виноградник приходит много новинок, и они уходят. Но есть сорта, которые остаются. Вот Джина, на мой взгляд, одна из достойных гибридных форм. Также на сегодняшний день созрела гибридная форма Шаповалова Василия Даниловича под названием Маша. Нарядная, урожайная, с мускатным ароматом. Попробую сейчас ягоду. Тяжело отрывается. Пруин хороший, ягода блестит. Хороший сахар. Мякоть такая хрустящая, белого цвета. Выдавливаю, не течет. Шикарная форма. Цвет мне нравится, что он переливается. Он не просто темно-красный, он темно-красный и переходит в бордовый цвет. Уже несколько лет приносит урожай на нашем винограднике, и мы довольны. Сейчас перед нами гибридная форма под названием Черный коготь. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Вопрос, почему он называется черный коготь? Скорее всего, что некоторые ягоды не просто вытянутые, они как коготки. По вкусу небольшой есть хруст, но по мне бы чуть-чуть еще бы сахарку, потому что я люблю аж чтоб слипалось. Но моя жена бы уже сказала бы, во, уже можно кушать. Но у каждого свои вкусы и свое восприятие. По урожайности больших гроздей я пока не видел. То есть несколько лет он плодоносит на нашем винограднике. Грозди небольшие, где-то 300, 400, 500 грамм. Все, что завязывается, мы оставляем на этом кусту.
В принципе, интересная форма, можно исследовать, можно наблюдать, можно выращивать на своем винограднике. Сейчас перед нами Купидон, автор селекции Щенников Олег Николаевич. Созрел на это время. Этот куст был посажен года 2 назад, то есть этот 24 год у него будет уже третий год вегетации. Оставили несколько сигнальных гроздей, и ягоды интересные, крупные. Вот сорву сейчас вот эту ягодку, посмотрите, как красиво она блестит, без пруина, крупная достаточно ягода. Ягоды от желто-красного до красного цвета, разные, на вкус. Раскусывается хорошо. Белая мякоть, сильного хруста здесь нет. Сахар, вот немножечко бы по мне, еще бы ему сахар, ну недельку бы еще бы повисеть. Косточка уже вижу такая коричневатая. Что могу сказать? Будем изучать, будем наблюдать. А сейчас перед нами один из самых моих любимых сортов. Это Кишмиш Юпитер, селекция США. С уверенностью хочу сказать, что это номер 1. Почему? Во-первых, с него получается прекрасный вкусный изюм. С него получается превосходное ароматное вино. Какой здесь вкус? Вкус здесь мускатно-земляничный. Вот сейчас сорву ягодку и буду дегустировать. Уже есть техническая зрелость, аромат, земляника во вкусе просто шикарная. Вы знаете, когда он набирает свою фенольную зрелость, это предел вкуса, это меня тянет сюда. Когда он цветет, тут стоит такой запах, аромат. Когда он сейчас созревает, я стою, тут земляничные тона. На нашем винограднике растет 3 взрослых куста. И никогда не хватает ягод, не хватает лозы. Он самый востребованный. И мы приняли решение 2 года назад, подсадили еще 8 кустов Кишмиш Юпитер. А сейчас вашему вниманию представляем гибридную форму под названием Ютал. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Срок созревания ранний, вкус приятно, земляничные тона. Вот ягодку тут возьму и попробую сейчас. Очень вкусный, тоже земляника. Отличается немножко от Юпитера. Здесь он не так ярко выражен, как в Юпитере. Но здесь кожица немножко мягче. В отличие у Юпитера. Я не скажу, что Юпитер несъедаемый, он прекрасно съедается, но здесь немножко мягче кожица. Сейчас перед нами гибридная форма под названием шелковичный. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Срок созревания ранний, вкус, а сейчас посмотрю. Сладкий, но гармоничный. Муската здесь нет, с хорошим сахаром. Нарядные грозди. Первые впечатления очень понравился. Форма рыночная. Посмотрите, какие красивые нарядные грозди. Мы довольны. Лоза уже коричневая, вызревает, лист чистый, устойчивость хорошая. Следующим хотим представить вам гибридную форму Калугина Виктора Михайловича под названием Василек. Здесь тоже в селекции участвовал Кишмиш Юпитер. Во вкусе должно быть что-то интересное, фруктовое, но сейчас попробую на вкус. Срок созревания очень ранний или ранний, но пока на испытание. Интересный вкус, фруктовый, но не могу понять, что здесь есть. На этом кусту, я смотрю, 10 прививок у нас. Поле чудес. Вот. И каждая форма могла по-разному
реагировать на этом кусту. Итак, на испытании находится гибридная форма Василек. Себе уже посадили корнесобственный куст. Сейчас перед нами преображение. Автор селекции Крайнов Виктор Николаевич. Этому кусту он был посажен в 2013 году и получается 11 лет. Сейчас вы видите куст, который расположен на шпалере, но один рукав мы вывели и подняли на беседку. На беседке растянули его в длину на 10 метров. Урожайность шикарная, высокая. Вкус здесь гармоничный. Вот ягодку возьму. Ягодка нарядная, красно-желтая. С уверенностью скажу, что это один из рыночных сортов винограда. По мне вкус спелой хурмы. Нет, он не вяжет. Спелая хурма. Вкус гармоничный. Что могу сказать? Есть один недостаток, на мой взгляд, но он решается. Посмотрите, видите, вот гроздочка висит, и вот нитка. Я подвязал нитку за плодоножку, чтобы не перегибалась. Грозди здесь большие, а плодоножка рыхлая, слабая. И бывает так, что когда гроздь наливается, перегибается плодоножка, и питание не подходит к ягодам, и они увядают. Вопрос решается. Но такая красота, как сейчас вы видите на экране, мы подняли на арку, на беседку. Урожайность великолепная, шикарная, товарность высокая, и мы им очень довольны. Сейчас перед нами шедевр под названием Валек. Автор селекции Вишневецкий Николай Павлович. Почему я говорю шедевр? Вы знаете, вкус здесь отменный. О чем идет речь? Вкус здесь мускат грушовый или дюшес. Сейчас попробую на вкус. Шикарный. Ягода хрустит. Очень вкусная. Вот хочется кушать, кушать и кушать. Мускат здесь легкий, не приторный, не резкий. Он мягкий и груша. Устойчивый вкус груши. Есть один недостаток. Какой? Грозди плотные. Когда он опыляется, желательно подойти к соцветию, взять это соцветие и потрясти, не жалеть. Я в этом году сделал, но мало сделал. В следующем году постараюсь больше, чтобы осыпались соцветия. Тогда грозди не будут вот такими плотными. А сейчас перед нами Борисфен, автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Это молодой куст, ему всего лишь 2 года, и поэтому мы оставили вот такие 2 сигнальные гроздочки. То есть 2 года есть ему, это 3-й год. Что мы имеем по вкусу? Давайте попробуем. Он еще до конца не набрал сахар. Вот. Что я могу сказать? Кислинка есть. И, на мой взгляд, есть небольшая терпкость. Кому-то, возможно, нравится такой вкус, но я люблю больше сладкий виноград. Посмотрим, пусть повисит еще, может быть, через недельки 2-3 продегустируем и посмотрим, какой же будет вкус. Сейчас перед нами кишмиш бесподобный. Автор селекции Писанка Олег Михайлович. К сожалению, этот куст в этом году попал, как и некоторые кусты, под заморозки, под весенние заморозки. И основной урожай был потерян. Пасынковый урожай сейчас мы видим. И, в принципе, мы довольны тем, что есть. Попробую на вкус. Очень сладкий и хороший яркий мускат. Лоза уже коричневая, вызревает, лист чистый, устойчивость хорошая. Следующая форма на прививке. Фрагмент грозди мы оставили. Автор селекции Олейник Владимир назвал эту форму в честь своей внучки Алинка.
Вот здесь коротко мы оставили несколько почек, эту лозу, и мы видим фрагмент вот грозди. Давайте попробуем на вкус, какой он. Оторву ягодку. Сахар хороший, мякоть плотная, не течет, нарядная. Мне почему понравилась эта форма? Она очень нарядная. Видел у наших коллег красивые большие грозди, нарядные грозди. И уже посадил эту форму на свои корни, то есть в корни в собственном варианте. А сейчас перед нами Мирай, автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Срок созревания ранний, вкус гармоничный. Но давайте протестируем. Цвет хороший он набрал, ягода такая красивая, вытянутая. Очень интересная ягода, прямо товарная. В этом году ягоды здесь мелкие, но видел также у коллег большие грозди и красивые ягоды, прям красивые. Ну, продегустирую. Гармония. По мне еще бы немножко сахара. Я думаю, недельку ему еще надо повисеть. Следующая гибридная форма – это флагман. Так он называется. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Такой темный густой пруин, если его стереть, он как под лаком. Красивые, бордовые, вытянутые пальчики. Очень товарная, очень наглядная форма, очень урожайная форма. Немножко он пострадал тоже морозами, но несмотря на это, все равно какой-то урожай есть в этом году. И давайте продегустирую по вкусу. Хрустит. Хороший сахар, хорошая гармония. Считаю, что это один из лучших сортов для рынка. Флагман, подарок Белоруссии и днепровский сувенир. Это три похожих сорта. Гибридная форма черный хрусталь. Автор селекции Бурдак Александр Васильевич. Раннего срока созревания, уже давно вызрел на нашем винограднике в начале августа. Хорошая гармония, и фишка этой формы – мягкосеменник. То есть при еде абсолютно не ощущается. Сейчас попробую на вкус. Хороший пруин, вытираю, прям блестит, лаковая ягода. Очень хороший сахар и легкий хруст есть. То есть давно созрело. Кто-то его использует на изюм, но в изюме все равно ощущаются косточки. Для еды просто шикарные. Итак, лет 5 плодоносит на нашем винограднике, и мы довольны. А сейчас перед нами Ливия. Автор селекции Загорулько Виталий Владимирович. С ранним сроком созревания, классический, вкусный, ароматный мускат. С уверенностью хочу сказать, что это один из моих любимых сортов. Этому кусту лет 10. И сейчас на этом кусте 30 с плюсом килограмм урожая. Сейчас попробую на вкус. Даже вот эти желтенькие ягоды уже сладкие, уже набрали мускат. Шикарный мускат. Мускат бывает разный. Бывает классический, а бывает какой-то непонятный. Вот, например, Кишмиш Велес, к сожалению, я его не понимаю. Вот. Поэтому вот такой мускат мне нравится. Лоза идет на вызревание, лист чистый, треска нет. И нам он очень нравится. А сейчас перед нами Атланта. Новая форма на нашем винограднике. Селекция Калугина Виктора Михайловича. А сейчас вы видите сигнальные гроздочки на прививке, на одном из рукавов. Как я уже говорил, на этом кусту 10 сортов. Что я могу сказать по этой форме? Срок созревания ранний.
ягоды должны быть крупнее. Ягоды темно-красные или такие вот бордово-фиолетовые. На вкус хрустит. Уже есть сахар. Но чуть-чуть бы еще повисеть, чтобы прямо медовый был. А теперь перед нами кишмиш Алекс. Тоже сигнальная гроздочка на прививке на одном из рукавов. Срок созревания очень ранний. Во вкусе заявлен мускат. Вот желтенькую ягодку сорву вот здесь вот и посмотрю. Да, мускат есть. Немножко подхрустывает ягода. И сладость хорошая. Первая сигнальная гроздь на этом рукаве и будем испытывать. Посадили уже на свои корни. А следующая гибридная форма – это кишмиш спокуса. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. На нашем винограднике давно он живет, плодоносит. И очень вкусная ягода с хорошим сахаронакоплением, с гармоничным вкусом. Ягода достаточно крупная для кишмиша. Вкус вкусный, очень сладкий и вкус непростой. Вот какие-то нотки здесь есть, но не скажу, что это фрукты, но хорошая гармония и очень вкусная ягода. Хочу сказать, что куст сильно рослый, ему надо дать больше места. А сейчас перед нами кишмиш Гелиодор. Автор селекции Загорулько Виталий Владимирович. Но слово кишмиш здесь можно сказать условный. Почему? Потому что в мелких ягодах косточек нет вообще. Но в крупных ягодах, вот вверху крупные ягоды, есть и рудименты, и косточки. Поэтому это условный кишмиш 3-4 класса. Сила этого сорта или этой гибридной формы в размере. Посмотрите, он никого не оставляет равнодушным. Вот гроздочка, и у меня в руках 5-литровая бутылка. Сравните, пожалуйста. А вот эта гроздь самая большая в этом году. Посмотрите, пожалуйста, вот на уровне я держу, самая большая. Кто к нам приходит на виноградник, все под впечатлением. Что еще могу сказать по вкусовым качествам? Ну, давайте попробую. Вот ягодка. Вот, кстати, косточка, одна косточка, сладкий очень сорт, и здесь есть хороший, приятный мускат, то есть легкий, приятный мускат, ненавязчивый мускат. Срок созревания ранний, лоза прекрасно вызревает, и мы очень довольны этим сортом. А сейчас перед нами изюмский мускат. Автор селекции Щенников Олег Николаевич. Этому кусту 4-й год вегетации. Грозди с годами становятся крупнее. Ягода фруктово-карамельные тона. Ягода мягкая, мясистая. Чуть-чуть бы еще сахарку. Я думаю, еще недельку пусть повисит. Лоза прекрасно вызревает. Морозостойкость здесь тоже повышенная, так как в родителях есть, как вы думаете, кто? Юпитер. Совершенно верно. В принципе, мы очень довольны. 4-й год этому кусту, и 4 молодых куста еще себе досадили на ягоду. А сейчас перед нами розмус. Автор селекции Загорулько Виталий Владимирович. Розмус. Почему розмус? Роз – это роза, мус – это мускат. То есть из 2 слов составили название. Созрел, и вкус шикарный. Вот сейчас попробую. Для гурманов. Почему я так говорю? Мускат и вкус чайной розы. Перед съемками я посчитал, здесь около 40 гроздей. Особенность сорта. Пока куст молодой, грозди будут небольшие, но с годами увеличивает урожай и увеличиваются грозди.
Следующая гибридная форма – мускат медовый. Автор селекции Опрышко Николай. Действительно соответствует своему названию. Очень ароматный, вкусный, просто вкус бесподобный. Созрел уже, прямо есть уже не только техническая зрелость, но и фенольная, ароматика. Все здесь уже присутствует. Очень вкусная. Косточка уже темная. Мякоть мясисто-сочная. Урожай прекрасный. Второе плодоношение этого куста, 4-й год ему. И ворвался в наш виноградник. Прямо вот очень мне понравился этот сорт. Следующая гибридная форма под названием Олимп. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Срок созревания ранний, вкус гармоничный, сладкий, мякоть такая мясистая. В прошлом году ягоды были гораздо крупнее. В этом году не скажу, что прямо мелкие, но что есть, то есть. Лоза чистая, хорошо идет на вызревание, лист чистый, урожайность шикарная. На ранний срок с большими ягодами обычно мало таких сортов, но Олимп всегда показывал крупные ягоды наравне с Алвикой. В этом году вот что есть, то есть. Урожайность шикарная, мы довольны этой формой. Перед нами мальчик с пальчик. Посмотрите, какие ягоды, какие длинные, как мизинчики, как пальчики. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Поначалу первые мои впечатления: на вид очень красивый, но на вкус я его не понимал. Почему? Вкус был простоватым. И еще я притенял сеткой, и вкус просто как трава травой был. Но в этом году я удалил листики, хотя ягоды получают небольшой загар и они розовеют. Но вкус стал интересным, и ягоды сладкие и стали вкусными. Вот какой ключ нужно было подобрать к мальчику с пальчику. Что могу сказать? Вкус, вот сорву ягодку, продегустирую сейчас. Сладкая, очень сладкая ягода, хрустящая, плотная, вкусная ягода, красивая ягода. Один из рыночных сортов, мальчик с пальчик. Сейчас перед нами Днепровский квартал на прививке на одном из рукавов. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Срок созревания заявлено как ранний, а вкус заявлен с мускатным ароматом. Ну, давайте попробуем. Тут верхнюю ягодку сорву и попробуем. Косточки пока зеленоватые, ему чуть-чуть еще надо набрать сахар. Мускат я пока не слышу, но так заявлено. Кстати, скажу, что прививки не всегда показывают потенциал сорта или формы. Лучше всего испытывать в корнесобственном варианте, но что есть, то есть. Следующая форма – это Дарья. Прекрасная, вкусная, ароматная ягода. Автор селекции Крайнов Виктор Николаевич. С ранним сроком созревания. Ягоды нарядные всегда, хотя здесь женский тип цветка, но проблем с опылением никогда не было. В этом году куст немножко пострадал от заморозков, много соцветий были потеряны, но несмотря на это, все равно мы имеем грозди. Шикарный сахар, мясистая мякоть, косточки уже коричневые и прекрасный нежный мускат. Бывает мускат приторный, здесь мягкий, вкусный, ароматный. Тоже могу сказать, что это один из моих любимых сортов. Следующая гибридная форма под названием Прерия. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович.
Срок созревания ранний. Вкус яркий мускат, мускат классический, такой как в Ливии. Очень приятный, мне нравятся такие мускаты. По вкусу сейчас попробую. Сахар какой. Аж сок побежал. Яркий, вкусный, ароматный, хрустит. Лоза хорошо вызревает. Будем испытывать, будем наблюдать. Следующая гибридная форма под названием Давид. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. В принципе, мы его не планировали снимать, но так как ягода уже начала интенсивно окрашиваться, в интернете эта форма показана светлого цвета. Но в этом году на нашем винограднике ягоды начали интенсивно окрашиваться. На вкус сейчас попробую. С легким хрустом и легкий мускат. Мускат я слышу легкий, не навязчивый, не резкий. Это первое плодоношение. Этому кусту 2 года, идет 3-я вегетация. Вкус приятный, цвет красивый, нежный. Очень товарная ягода. С годами будем надеяться, что грозди будут более крупные. Будем наблюдать. Клубничный. Автор селекции Шаповалов Василий Данилович. Срок созревания ранний. Вкус с приятным послевкусием клубники. Приятный, очень приятный, сладкий он. Вот немножко прожевать, и во рту остается приятное послевкусие. Морозостойкость здесь повышенная, так как в родителях здесь Юпитер. Мякоть мясистая, хруста здесь нет. Но что могу сказать? Нам очень нравится. И напоследок еще одна форма из Приднестровья. В нашем каталоге они обозначены как пальчики розовые. Давайте попробую на вкус. Здесь гроздь немножко загорошила, а вот тут, посмотрите, красивые, ровные, хороший цвет, нарядный. Но на вкус скажу, что здесь есть. Также хочу сказать, что это прививка на одном из рукавов. Вкус как хурма. Гармоничный. Также, как я уже не раз говорил, прививка не всегда показывает сильные или слабые стороны этого сорта. Может как в лучшую сторону показать, так и в худшую. На сегодняшний день что есть, то есть. Видите, вот такие красивые пальчики. Как они покажут на своих корнях, нужно испытывать. Итак, пальчики розовые из Приднестровья. Будем испытывать. Ну что, надеемся, было интересно и, может быть, даже вкусно. 3-я часть ролика уже начинает сниматься на нашем винограднике. По мере готовности ролика тоже представим вашему вниманию. Надеемся, ролик понравился. Если понравился, ставьте палец вверх. Спасибо вам огромное, что вы подписаны на наш канал. Как обычно, хотим пожелать вам хороших, вкусных урожаев. Как обычно, хотим пожелать вам самого хорошего, мира и добра, крепкого здоровья вам и вашим близким. Берегите себя. Успехов! Через 10 минут наберите, пожалуйста, не могу говорить. Хорошо. Спасибо. А сейчас перед нами Борисфен, автор селекции Калугин Виктор.